Привет всем! В предыдущих двух видео мы разбирали настройки камеры в блендере, как отрендерить видео с углом обзора 360 градусов или VR видео. И также было короткое видео результат этих настроек. Но с учетом этих настроек, это будет очень долгий рендер у большинства пользователей, потому что для рендера такой анимации нужны очень мощные компьютеры. Давайте немножко вспомним, что мы настроили в прошлый раз. Мы сделали разрешение 7000 на 3500 пикселей. При этом каждый кадр мы выставляли, по-моему, 700 даже сэмплов я выставлял, 700 проходов, но здесь я уже поменял немножко, 300 сделал. И плюс еще вся анимация должна была длиться 720 кадров, потому что у нас 24 кадра в секунду, и 720 кадров составляют 30 секунд, чтобы более-менее можно было успеть оглядеться по сторонам в этом видео. Но все это добро на обычном компьютере, более-менее даже мощным, будет рендериться бесконечно долго. И если учесть, что в нашем видео нету никаких движущихся объектов, даже камера не движется, становится понятно, что все 720 кадров, они будут абсолютно одинаковыми, и нет смысла рендерить одно и то же 720 раз. Мы просто можем отрендерить один кадр и из него уже сделать анимацию, сделать видео, точнее говоря. Чем я и занялся. И на рендер одного этого кадра с вот этими настройками у меня ушло 16,5 часов. Навскидку 720 таких кадров рендерились бы где-то в районе 1,5 лет на моем компьютере. Я просто поменял формат с MP4 на PNG и просто отрендерил кадр один. Вот что у меня получилось. Получилось такое изображение с углом обзора 360 градусов. И теперь мы берем это изображение, заходим в раздел Video Editing, добавляем наш отрендеренный кадрик, который получился 70 мегабайт с таким разрешением. Вот он у нас здесь появился. Выставляем здесь уже количество кадров, которые будут в нашем видео, 720 кадров. Здесь разрешение можно уже обычное, поменьше сделать, 1920 на 960. Стандартное разрешение такое, да? Ну, можем сохранить, в принципе, и старое. 3500. Количество. Так, заходим в настройки рендера, Cycles. Нужен обязательно Cycles. Потом объясню почему. Не Eevee, не какой-то другой рендер, да? Именно Cycles. Количество сэмплов. Когда вы рендерите какую-то фотографию, видео, точнее говоря, когда вы рендерите какое-то видео, анимацию из уже готовых фотографий,
количество сэмплов можно ставить там практически минимальное. Она уже готовое уже изображение. И также нам нужно здесь уже, например, опять все-таки нам нужно поменять настройки, что это будет у нас уже видео все-таки MP4. Место, куда мы сохраняем, название файла и рендерим наше видео, нашу анимацию. Но этого недостаточно еще, чтобы загрузить видео на YouTube и чтобы все это отобразилось как видео, где мы можем поворачивать камеру и на 360 градусов. Сейчас видео, которое отобразится, оно будет именно вот таким, как эта фотография. То же самое все будет. Для того, чтобы это видео стало с обзором 360 градусов, нужно добавить метаданные в это видео, чтобы любой проигрыватель, хоть видеопроигрыватель на вашем компьютере стационарном, хоть в YouTube, чтобы он понимал, что это видео нужно отображать не как обычное, а именно вот в формате VR видео. Что для этого нужно? Для этого нужно скачать такую утилиту, которая называется Spatial Media Metadata Injector. Ссылка будет в описании. Скачивайте вот этот архив второй. Он у меня уже скачан. Вот. Я его открываю. Открываем нашу утилиту. И очень простая программка. Нажимаем Open. Ищем файл, в котором мы хотим добавить метаданные. Выбираем, нажимаем «Открыть». Видим, здесь вверху у нас появилось название нашего видео. И здесь кнопочка «Inject метаданные», то есть «Ввести метаданные». Нажимаем. У нас появится на рабочем столе вот такое видео с таким названием. То же самое название, только добавлено «Injected», то есть видео с введенными метаданными. Нажимаем «Сохранить». Все, у нас на рабочем столе сохранено видео под таким названием с введенными метаданными, что это видео даже на нашем проигрывателе, который у нас на компьютере, будет включаться в режиме с углом обзора 360 градусов. И также при загрузке на YouTube оно автоматически будет отображаться в таком же режиме.